Дорогие друзья, мы приступаем к работе над вот этой мутоновой шубкой или дубленкой, как угодно можно назвать. Будем ее освобождать от меха красивого, но он в другом случае будет пригодиться. Делать застежку на молнии, укорачивать. В общем, будем эту шубку приводить, облегчать и делать намного более мобильной и современной. Ну а сейчас я расскажу поподробнее, но перед этим представлюсь. Вероятно, не все меня знают. Меня зовут Ирина Берзина. Всех, конечно же, вас рада видеть на своем канале. Я для вас снимаю эти видео, поэтому мне, естественно, очень важно, чтобы вы их увидели. И желательно, для меня, конечно, было бы желательно, чтобы вам они нравились. И рада вас приветствовать у себя в ателье, вот где мы сейчас находимся, в салоне. Мастерская у меня в другом месте, а здесь именно я принимаю клиентов и вот общаюсь, веду различные переговоры и общаюсь как раз с вами. Вот такая мутоновая шубка поступила к нам в работу. Вот сейчас время такое интересное наступило, когда, вот если раньше нам хотелось, ну вот веяние моды, раньше нам хотелось побольше мехов различных и разных, и казалось, чем больше мехов, чем лучше, тем эффектнее изделие, чем больше различных наворотов, тем оно интереснее. А сейчас вот я сталкиваюсь с тем, что клиенты приходят и просят вещь минимизировать, сделать более практичной, меньше вот различных вот этих вот цветовых всяких эффектов, вот вложенных в мехи, в каких-то вышивках, в заклепках, в пряжках и так далее. А возможно еще такой момент, что когда человек уже поносил изделие, ну вот такое, оно в принципе все в одной гамме, очень симпатичное, эффектное, но мы от всего устаем, и все равно это вот ощущение моды, оно у нас где-то, нам же никто не, ну так вот прям на каждый момент не говорит, это модно, это не модно, мы это чувствуем, это веяние, мы смотрим на какие-то новые изделия, мы смотрим на то, что носят люди вокруг, то, что по телевизору показывают, в журналах, и мы понимаем, что модно и современно. И вот сейчас действительно все больше идет мода, может быть, она нам потом покажется, кстати, скучной, мы опять ее будем добавлять различными меховыми акцентами и так далее. Но вот сейчас, чем меньше всех вот различных наворотов, тем, ну как, мне так кажется, по крайней мере, многим клиентам, которые ко мне обращаются, более современно, может быть, не модно, а более современно и практично. И вот с этой очень такой... Ну, сама по себе эта вещь очень интересная, действительно. И мутон в хорошем состоянии, он такой облегченный, это именно современный, не прошлый мутон вот советских времен, когда он очень практичный, но он такой тяжеловатый. Эта вещь прям совсем легкая. Но она уже потеряла свой вид и слегка маловато стала клиентке. И вот я сейчас перечислю, что мы будем делать. Ну, первое, мы будем освобождать от меха. Естественно, это изделие, конечно, не естественно, вот в данном случае мы будем избавляться от вот этого меха енота. Он сам по себе очень хорош, и его можно потом вместе собрать и сделать, возможно, какой-то перед на жилете, возможно, вообще сделать какую-то опушку по всему изделию а-ля Снегурочка. Но в данном случае мы будем убирать мех. Укорачиваем это изделие, укорачивать будем, ну как вот у меня в паспорте, это я вот заполняю такой паспортный лист, у меня так написано, укорачивать на мое видение, то есть какой длины я буду смотреть, ну анализировать, насколько так, чтобы в принципе длину максимально оставить, но в то же время облегчить изделие. Делаем вместо английского нашего вот этого воротничка, мы будем делать стоечку, будем закрывать вот эту планочку, исправлять ее, все переделывать, будем ставить здесь впереди молнию, накрывать вот наши петельки, которые здесь сделаны, накрывать кожаной вставочкой, то есть такая вещь получится закрытая полностью, со стоечкой кожаной, с планкой, на молнии, вся закрытая, вся мобильная.
Получается очень тепленькая, без вот этих, конечно, пояс мы убираем, с карманами мы тоже будем разбираться, скорее всего, ну клапана-то точно уберем, ну и немножечко карманы я посмотрю, как их немножко отремонтировать. Шлевки, посмотрите, какие здесь необычные, ну такие интересные, но когда они поносились какое-то время, они уже кажутся даже некоторым родом смешные. Будем убирать. Единственное, меня волнует очень момент, когда мы уберем шлевки, и сзади тоже есть, и вот эти клапана, не вырезался ли тут мех. Вот это меня больше всего волнует в этом месте для того, чтобы пришить. Если не вырезался, все очень хорошо, мы его расчешем в этих местах, и можно будет не удалять вот эти части. Если же он вырезался, нам тогда придется обрезать мех и снизу добавить, убрать вот эту часть. Так, что мы еще делаем? Делаем кожаный манжет вместо, ну раз мы убираем мех, а длина рукава у нас хороша, поэтому нам вместо этого меха нужно будет сделать кожаный манжет. И также есть здесь некоторые моменты, которые уже видны, чтобы отремонтировать изделие. То есть кое-где есть у нас разрывы, правда я их видела немного совсем, но все равно мы когда изделие, все равно нам придется его все полностью вскрывать, когда будем производить вот эти все действия. И обязательно просмотрим все изделие, зашьем все дырочки, какие там появились, или там под вопросом, допустим. То есть внутри мы тоже все отремонтируем. Ну а что у нас получится? Вещь, конечно, будет кардинально, абсолютно другая. Тут и так, видите, вставлена и здесь кожа, и поясочек у нас кожаный. То есть мысль здесь, и вот обтачка кожаная тоже. То есть мысль добавить сюда кожу уже была, а мы ее еще и зафиксируем совершенно в другом варианте, в другом фасоне. И что у нас получилось, вы увидите через пару секунд. Друзья, наше изделие готово. Ну, наверное, даже особо говорить не нужно, потому что оно, конечно, кардинально отличается от того, что было. Лучше, хуже — это другое дело, но то, что какая задача была перед нами поставлена, мы все выполнили. Убрали весь мех, поставили планочку вместо пуговиц, добавили кожу. То есть убрали ненужное, поставили то, что нужно. И все, стало аккуратно, и сразу заиграл мех, кстати говоря. Теперь я расскажу чуть поподробнее, потому что все-таки работ было сделано много. И ну, сказать, что какие-то были проблемы, да в принципе и не скажешь. Просто я еще раз перечислю. Мы укоротили изделие и, кстати, рассчитывали таким образом, чтобы у нас поместилась стойка. Вот, в принципе, весь кусочек, который у нас остался. Можно было чуть-чуть сэкономить, может быть, еще там 2 сантиметра. Но дело в том, что перед нами стояла такая задача не то, что укоротить настолько, чтобы стойка получилась, а укоротить просто на свое видение пропорций. Мне показалось это пропорции, вот то, что мне хотелось. Стоечка у нас поместилась полностью, такая высокая, хорошая. Это вещь все-таки зимняя, это мутон. Стойка двухсторонняя, тепленькая. Ну и вот совсем немножко еще осталось меха. Вот в мешке у нас все, что мы, посмотрите, сколько здесь еще енота, и воротник, и низ, и манжеты. То есть это тоже богатство, которое можно использовать, возможно, даже для мехового изделия какого-то, может быть, полочку сделать, может быть, сделать, так как куски такие шириной небольшой, может быть, какое-то изделие, ну, частично, конечно, меховое, в остальное кожа или ткань поперечкой. Тоже можно сделать очень симпатичное изделие. Итак, мы укоротили, сделали стойку, вставили молнию, планку проложили. И, кстати говоря, мы здесь планку проложили просто поверх вот само изделие, вот здесь. Сам мех с петлями, вот места, где пуговицы были. Мы оставили этот мех, мы не стали его срезать, для того, чтобы вот, как бы толщина, высота тела изделия, что здесь было одинаково. Единственное, что укреплена кожаной планочкой, которая тоже проклеена. Эта планка обязательно дублерином, чтобы она имела определенную жесткость. То есть чаще всего мы удаляем то, что нам не нужно. Здесь мы решили сделать таким образом. И мне, кстати, это очень понравилось, потому что
то, что может быть средняя часть полочки даже как бы чуть-чуть выступает, но за счет кожаной планки, может быть даже и хорошо, все-таки эта передняя часть, это лучше, нежели она туда утопает. Сложности определенные были, потому что все-таки там нужно вот эту планочку внутрь проложить, проклеить и припуск так проклеить, чтобы у нас не было ни воздушного вот здесь вот пространства. В общем, определенные сложности есть, но я считаю, что оно того стоит. Мне, честно говоря, понравилось, как мы это сделали, технически чисто. Ремонтируем карман. Вспомните, какие были карманы с клапанами. Ой, точно говорю, много меха сегодня принимала и работала с мехом, немножко действует. То есть мы убрали все лишнее, но мы отремонтировали этот карман, потому что изделие не новое, и карман уже оттянут был. Кожа все-таки немножко растянулась, мы ее по возможности отремонтировали, практически новый карман сделали, убрали весь мех, который у нас был, и он же был у нас, если низ мы укоротили само тело мутона, но у нас еще был мех енота, воротник енота, если вот вы помните. И чтобы просто, я уже сама, когда вот сделали работу, работ много, я уже иногда забываю, что у нас-то воротник был английский, и у нас это здесь мы запаковали под горло полностью, а у нас же здесь был высокий, вырез низкий очень. И мы вот эту часть, даже вот я живьем смотрю, вот где-то, вот где я пальцем провожу, вот там была углубление для вставки воротничка нашего. Мы же продлили по выкройке, продлили эту линию горловую и вставили вот здесь мутоновый кусочек, но он практически вообще не виден. А то, что мы убрали с рукавов, вот здесь, мы поставили такой большой хороший манжет с глубокой тоже обтачкой, достаточно глубокой. Вот такой красивый, он сочетается со всеми нашими вставками кожаными. И еще то, что вначале не входило в наш фронт работ, это внутри нашего изделия. У нас перед нами была задача отремонтировать все, если там какие-то дырочки есть. Это мы сделали, это все понятно. Но когда мы посмотрели внутри, какая подкладка, ужаснулись и предложили клиентке поменять подкладку, потому что она уже, правда, полностью износилась, вся в разрывах, в дырках. И на окно вот так смотришь на свет, она прям вот уже, ну, хорошо износилась. Поэтому мы заменили, поставили нашу любимую подкладочку на синтепоне. Ой, на синтепоне, на Stretch Atlas, нашу любимую подкладку. И поэтому вот сейчас изделие, считайте, ну вообще практически новое, тем более, что еще и новая подкладочка. Сейчас сзади покажу. Мне очень нравится, что, ну вот с одной стороны, когда меха, это действительно шикарно и красиво, с другой стороны, когда вот такая лаконичность, мех, кожа, то, что это очень практично, это факт, никто с этим спорить не будет, потому что не обтираются ни карманы, ни рукава, ни перед, который мы постоянно все-таки застегиваем, расстегиваем. Но плюс ко всему еще, вещь эта теплая, мы закрылись, и она полностью у нас, мы полностью закрыты, не продувает нигде, молния у нас двухзамковая, поэтому можно запаковаться полностью. И в то же время, если нужно в движении, если нужно куда-то подняться, присесть за рулем, открываете молнию снизу, и все, и никаких проблем. Все, изделие ждет клиентку. Я с вами на этом, друзья, прощаюсь. До следующих встреч. Не забывайте поставить лайк, если вам видео понравилось, и подписывайтесь на мой канал, если вам нравится то, что мы показываем, то, чем мы делимся, и вообще вся тематика работы с кожей мехом, если вам интересно. Все, до следующих встреч, друзья, пока-пока.